Привет! Мы вернулись в Drift Expo и сейчас хотели бы вам рассказать о том, как мы туда добрались, с какими машинами, почему именно эти машины. В общем, ответить на несколько вопросов, которые вы так часто задаете. И сейчас вы это увидите. Итак, значит, сегодня мы уже отправляем машины в Москву на Drift Expo. Все уже упаковано. Вот так у нас выглядят машины. Все в колесах. Яга. Кстати, удивительный факт. В Jaguar у нас поместилось 16 колес. Причем из них 6 на дисках и 4 из этих 18. Так, тут у нас, значит, четырочка и божественная S15. И тут у нас вот обновленная боевая пятнашка. Там тоже все в колесах. В общем, выдвигаемся на максималочку. Так, обе машины у нас стоят в вагоне. По соседству у нас с каким-то паршаком. Все, загрузили, все классно. Ждите в Москве. Перед отправкой обязательно проверяют гнилоту порогов с помощью такого специального зеркала. Evidence back on the case, I'm hyped up. 100,000 watts, my set is typed up. Dilated, wherever we go, we might Короче, можно ехать. Просто нужно привыкнуть к тому, что ты только тронулся боком. Встал. Уже угол. Надо сразу сцепление выжимать. На второй? Да. На первый легко. Здравствуйте, такси! Да? 8 за сотку. Бля, вообще норм, сидишь как вкопанный. Есть пару моментов, о которых мы вам не рассказали в предыдущей серии про Jaguar. И сейчас я бы хотел вам немножко пояснить, что же такое вообще эта машина, откуда она взялась и почему она существует. Дело было в 2019 году. Я был в поисках какого-то большого вип-седана заднеприводного для того, чтобы собрать из него что-то прикольное. После недели поисков Ромчик, наткнулся на вот этот Jaguar. Он стоял в Краснодаре, причем недалеко от нас, это 300 километров. Стоял там что-то за 140 тысяч, продавал его юрлицо. Ну, я набрал, и на следующее утро мы уже туда рванули. Мы приезжаем в Краснодар, смотрим его, он не запускается. После небольших торгов ставим его на эвакуатор, везем в Сочи. Он приезжает в Сочи, у нас как раз начинается Сочи Drift Challenge, первый сезон. Естественно, на него там вообще никакого внимания не уделяется, автомобиль просто стоит. Я пытался его запустить там несколько раз. 3 раза он загорался, он встал еще на полгода, потом как-то Елтыш говорит: у тебя же есть Яга, давай делать ее, мне нечего делать, мне скучно, давай займемся. Я говорю, ну окей, давай. То есть как бы изначально была идея в том, чтобы это был низкий Jaguar. Почему нет? Мне нравятся Ягуары, мне нравятся низкие машины. И в целом я считаю, что стенс это легко и просто. Я сказал, почему нет? Мы как раз переехали в этот бокс, у нас есть подъемник, есть в принципе инструмент, давай запилим его в пола. И вот запилили, спустя там 3 вечера он уже лег на фитухе и так далее. То есть мы укоротили рычаги, мы выкинули пружины, закинули туда хоккейные шайбы, все, сетап готов, машина в полах валяется. Первый выезд в город. Да, тут же ровная дорога, почему мы шоркаем?
с возвращением на эвакуаторе, второй выезд с возвращением на эвакуаторе, третий выезд с возвращением на эвакуаторе. И так, короче, подряд 5 раз. Просто каждый гребаный выезд что-то ломалось, потому что это старый гребаный Ягуар. Ограничение посадки, короче, произошло. По-моему, оторвался подрамник. Ой, ну точно идиот. Дураки ездят, шкрябают, непонятно вообще. Но в целом потом все как-то притерлось, починилось, все, что сломалось, уже было починено. Через месяц в машине уже ничего не ломалось, потому что уже все починилось. Мы просто катались толпой на нем, флексили ночью по городу. Это офигенная тема, люди вообще не понимают, что происходит. Он валяется так, что пиздец вообще. Покатались мы так, наверное, там месяца 2, он наскучил, так как стенс это скучно. Он просто припарковался где-то в Адлере, про него все забыли на, наверное, полгода. Потом что-то меня дернуло на нем выехать на площадку. Выехать на площадку это, конечно, прикольно, но абсолютно не подготовлен для этой машине. Ну, как бы такое себе. Весело, но не работает совсем. Заварили редуктор. Поехали кататься, покатались, в принципе, куда-то как-то едет. Мотор стандартный слабенький, едет только по мокрому, автомат тупой, все как всегда. Как-то мне звонит Коля, один из организаторов Drift Expo, и говорит: слушай, я хочу, чтобы этот Ягуар был на Drift Expo. Что ему там делать? Это как кусок ведра, собранный просто для того, чтобы поугарать. Он говорит: нет, я хочу, чтобы он там был, катался, ну, типа, прикольный же движух. Мы начали думать, что же можно с ним сделать, чтобы он нормально ехал. И, естественно, мне в голову не пришла никакая другая мысль, как поставить туда SR на механике, потому что это у нас есть, с этим мы знакомы. Он маленький, компактный, легко туда должен был встать, по идее, так и произошло. Потом Илюха с Саней все это дело свапнули. Паха сварил все, что нужно было сварить. И все. Вот, готовый проект. Вам, наверное, интересно, сколько же все это дело стоило по итогу. И я вам отвечу, что немного. Машину я купил за 120 тысяч. 20 тысяч вышел эвакуатор. Ну, в общем, такой мелочевку на самом деле лучше не считать. Ну, допустим, 20 тысяч рублей, да, чтобы это все поехало, запустилось и не отрыгнуло. Диски 30 тысяч, 6 хоккейных шайб, чуть-чуть сварки, 3 вечера. Резина, да, я потратился на резину, купил новую резину по размеру, которая нам нужна была. Затем считаем SR. 430 сил, наковки, шмовки, шпильках, мильках, хелтеки и так далее. Возьмем 200 тысяч. Коробка 25 тысяч рублей. Сепа, которая была с мотором, ну, расцениваем ее тоже в 25 тысяч рублей, там двухдисковая демпферная керамика бэушная, ну, короче. Все в сумме вышло в 400 тысяч рублей, и я считаю, что это мега дешево за такую абсолютно бесполезную машину. Ну, она правда бесполезная, там нету выворота, оно очень жесткое, прыгает, но это самое веселое, на чем я ездил, я реально вот готов это признать. Что же такое Drift Expo? Drift Expo — это, наверное, самый клевый фестиваль дрифта, автомобилей и все, что связано с этой культурой в России. Ну, не побоюсь этого, наверное, так.
очень клевая организация, очень все ненапряжно, абсолютно неадекватное количество автомобилей, но при этом ты катаешься постоянно, не стоишь в очередях. Ну, в общем, для такого мероприятия уровень организации просто космический. Команда, которая организует весь этот фестиваль Drift Expo, именно Track Mod, просто нереальные красавчики. Им помогает Drift Matsuri СПБ, тоже вообще вопросов никаких организаций нет, все просто офигенно. Чувствуешь себя мега комфортно, ты просто получаешь 2 дня удовольствия. От дрифта, от машин, от общения, никаких напрягов, все круто, все есть, фудкорт, туалеты, короче, кайф. И так как мероприятие крутое, народу туда стягивается офигенно огромное количество. Там были просто все, от ребят, которые вообще никто никогда не видел, до ребят типа Цареградцева, которые мега двигают движуху и посещают такие мероприятия для того, чтобы тоже покайфовать и покататься. Конечно же, приехали и наши друзья, с которыми постоянно видимся, катаемся, состоим в одном клубе, так сказать. Коля на кресте из Краснодара прилетел туда своим ходом, доехал просто на фитухе, на жесткой, на свежеоткрашенной тачке. Специально, опять же, он ее покрасил к этому мероприятию, поменял на ней кузовню. Там был и Даня Ломакин на своем Сиксе, просто чумовом, и Forward Auto, и КамАЗ Мастер, вообще супер крутая команда со своим черным КамАЗом, который там просто там что-то дубасил на парковке. Это выглядело офигенно, ты просто смотришь и кайфуешь с этого. Где ты еще увидишь такое? На каком-нибудь супер редком мероприятии Red Bull, ну, возможно. Но вот здесь каждый может на это посмотреть, и это просто гипер круто. На самом деле соль таких мероприятий в том, что люди хотят подготовить красивую машину, хорошую и хорошо покататься. Это очень круто, что сейчас есть такие мероприятия в России. Еще очень крутой момент мероприятия это в том, что выезжает на трек именно в один заезд, так скажем, проезд до там 8 машин, абсолютная вакханалия. Но при этом все круто, все ребята адекватные, все понимают, что с кем-то можно ехать парно, с кем-то нет. И когда 8 тачек едут близко весь конфиг, это очень круто. Такого нигде, я думаю, вы не увидите, и это просто кайф. И так как это одно из немногих таких крупных мероприятий, связанных с дрифтом, мы решили, что нужно туда потащить вообще всю нашу команду по максимуму, чтобы все кайфанули, отдохнули, просто насладились тачками, атмосферой, крутой компанией. Поэтому туда поехали все, абсолютно вообще весь наш коллектив рванул туда. Ну, это было весело на самом деле. А еще Drift Expo — это великолепная возможность протестировать машины в условиях боевых, но при этом на лайтах. Поэтому мы взяли туда 34-й Skyline Romin седан, который переделали под Drift Taxi, я думаю, в предыдущих сериях вы это видели, для того, чтобы протестировать его, понять, как это все работает именно в боевых, так скажем, условиях, в условиях с клиентами. Посмотрели, все круто, реально нам все понравилось. Чуть-чуть не хватает ей мощности, я думаю, что мы поработаем над этим моментом. И были небольшие проблемы с холостым ходом, как будто клапан холостого хода просто выходил из строя иногда, и обороты скакали там вообще дико.
Еще мы туда взяли белую пятнашку, которую свежевыкрасили, поменяли на нее вес, подтянули на стапели, поменяли подвеску. Ну, в общем, машина, по сути, была заново собрана, и чтобы оттестировать ее, также туда на трассу. Себя она показала, как всегда, отлично, вообще никаких проблем с ней не было, все отлично работало, рулилось, дымило, в общем, кайф. Калаш, конечно, я чуть-чуть там подправила в кого-то, когда кого-то развернула, я даже не помню, какой-то Марк, что ли, или BMW, но ничего, это мелочи, мы покрасим, пластик, навесуха, пару жалко, но в целом как бы пойдет. Взяли четырку бирюзовую, так как она была перед Drift Expo разобрана, покрашена заново, вытянуто там, вырезано все лишнее, вклеено заднее расширение минимальное, собрано обратно на новых компонентах. И в Москве на Drift Expo мы ее протестировали. Опять же, она показала себя неплохо, немножко мудила по проводке, но я думаю, мы это исправим. Следующая машина. Это Вариетта белая, которая к нам приехала в Москву перед Drift Expo прямо с Японии, через Владик. Спасибо Максу, что постоянно помогает нам с этими машинами. Вообще люксовый сервис, все под ключ. Макс красава. Оказалось, Вариетта внешне, конечно, не в том состоянии, в котором мы бы хотели или думали, что она там прям вообще прям девочка. Есть косяки по покраске, но так как машина была построена 10 лет назад, и с ней, в принципе, ничего не делалось, кроме того, что таскали ее по выставкам, это, наверное, нормально. У нее где-то просела шпакля какая-то, пластик там что-то отошел, скривился, болты заржавели, которые крепят расширение, ну, в общем, какие-то мелочи. Но, блин, мы вот покатались на ней вечерком с открытым верхом по площадке вот Мечкова, просто туда-сюда, даже не боком, это нереально крутое ощущение, и кабрик, конечно, Сильвия, это что-то вообще нереальное. Дико, на самом деле, вот благодарен Калашу, что он вроде и ебанулся совсем там, скупать все подряд, но вот такие тачки, это реально достойно, то есть круто, что мы можем в ней сесть, проехаться на ней и такие охереть просто, вот это очень круто. Ну и, естественно, Ягуар, потому что надо было его туда везти. В целом все. Dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. My generation, baby. Я лично на Ягуаре был доволен, потому что эта скотина на 265-м сзади колесе, ну, естественно, триангл, но все равно на развале, когда она встает в пятно, она тебя дико ускоряет по сухому, и это все нестабильно, и еще более рвано получается. По дождю она, в принципе, просто скользит и скользит, не набирая скорость. Ну, в общем, я единственный, кто кайфанул, но в итоге под вечер первого дня я все равно порвал на нем коробку.
в дождь, в лужи какие-то. Но вот тонкая коробка SR это как бы нормально. Мы на самом деле думали, что она бахнет еще где-нибудь на въезде в поезд в Сочи, когда его отправляли, но выжила. Потому что в моторе 430 сил, я напомню, это как бы ни хрена не мало, и коробка это все выдерживала. Причем на длинной паре, то есть там пара какая-то вообще космическая в редукторе, и все жило целый день на диких пиздюлях, клочах, и это круто. И подытожить наш рассказ с этого мероприятия хотелось бы словами классика: делай, что хочешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Я к тому, что катайтесь на том, что есть, не парьтесь, там, что вы не можете поехать в соревнования, не занимайтесь какой-то ерундой, Жигула, BMW, Nissan, Toyota, вообще по барабану. Главное, катайтесь, посещайте какие-то мероприятия, получайте удовольствие от своей машины и кайфуйте. Ведь если вы не кайфуете, то зачем это все? Следующее мероприятие — это Grounded, он пройдет в Сочи, на трассе Сочи-Автодром, и я думаю, тоже будет весьма весело, поэтому если у вас есть дрифтовая тачка, обязательно подавайте заявку, и если ее одобрят, прикатывайтесь, катайте, кайфуйте, получайте море удовольствия, тем более в Сочи, если нас всех короны. Все, погнали!